Всем привет! Почему такая мировая звезда, как Ким Хун, плачет за кулисами, и никто до конца не знает настоящей причины его слез? Но еще более удивительно, почему Чон Чингук, который редко комментирует личную жизнь участников, стал единственным, кто отреагировал на ситуацию. Его слова были туманными, но трогательными. Иногда человек не может говорить, потому что он не знает, с чего начать. Но я знаю, что его беспокоит. Это заявление вызвало волну домыслов среди ARMY, а также потрясло агентство HYBE, которое всегда строго контролирует публичный имидж. Что скрывают от публики? И почему HYBE в конечном итоге была вынуждена выпустить официальный, но расплывчатый комментарий? В последние недели имя Ким Тэ-хёна вновь появилось в заголовках, но не из-за проектов, фотосессий или модных показов. Фанаты заметили его мрачное выражение лица на неофициальном мероприятии BTS, запечатленное на видео поклонниками. Особенно выделяется момент, где Тэ-хён долго молчит, вытирает глаза, и кажется, что он сдерживает эмоции. HYBE не дала никаких объяснений, что породило слухи, это стресс из-за армии или нечто более глубокое. А потом Чингук неожиданно затронул тему во время личной трансляции. Он не называл имен, но контекст ясно указывал на Тэ-хёна. Я знаю, почему он молчит. Но еще не пришло время рассказывать это всем, сказал он. HYBE выпустила официальный ответ: нет личных конфликтов в группе. Тэ-хён в порядке и сосредоточен на своих обязанностях. Однако фанаты заметили уклончивый тон, формулировка «нет личных проблем» слишком расплывчата, чтобы развеять сомнения. Корейские СМИ начали собственное расследование. Издание Dispatcher Корея выпустило отчет о давлении, которое испытывают айдолы перед армейской службой. Там упоминался успешный артист мирового уровня, страдающий от внутреннего конфликта между требованиями агентства и личными потребностями. Хотя имени не называли, все уверены. Речь о Ким Тэ-хёне, учитывая совпадение по времени. Фанаты вспомнили прошлое, душевную близость Чингука и Тэ-хёна, которая со временем угасла. Некоторые считают, что слова Чингука не просто поддержка, а код, намекающий на внутренний конфликт или разногласия. Бывший сотрудник HYBE рассказал анонимно, сложно уравновешивать человечность артистов с глобальными целями бизнеса. Некоторые участники BTS, по его словам, особо чувствительны к давлению, особенно если решения принимаются без диалога. Он отметил, что в HYBE голос артистов может быть заглушен громкими корпоративными задачами. Это подтверждают и действия Чингука, он чаще говорит неофициально, в личных эфирах, избегая пресс-релизов. Одна из фраз, прозвучавшая в эфире: «Я знаю, у вас много вопросов, но иногда мы и сами не знаем, что ответить». Простая, но очень сильная мысль. Тэ-хён сам ничего не комментировал. Его соцсети активны лишь в рамках промо. Ни прямых эфиров, ни живого общения. Это молчание лишь усиливает подозрение, что он испытывает сильное давление. Некоторые фанаты считают, это форма пассивного протеста. HYBE, славящиеся контролем имиджа, в кризисе. Их заявление только ухудшило ситуацию, поскольку не дало четкого ответа и породило еще больше вопросов. Эксперты считают, это испытание для HYBE, которая строила репутацию на прозрачности и эмоциональной близости с фанатами. Если агентство продолжит уходить от честного ответа, доверие, которое они строили годами, может рухнуть за считанные дни. Тем временем давление на Тэ-хёна растет. Хотя он продолжает работу, видео ясно показывают внутреннее напряжение. Профессор Мин Чи Сон из Сеульского университета отметила, если человек не выражает эмоции публично, возможно, ему некуда их деть. А это опасно, особенно в такой закрытой индустрии, как К-поп. И все внимание сейчас направлено на Тэ-хёна и Чингука. Сделают ли они совместное заявление? Или выберут путь тишины? Или, быть может, пойдут против системы ради душевного спокойствия? Ясно одно, за блеском сцены скрываются переживания, о которых мы даже не догадываемся. И пока HYBE не даст честного ответа, вопрос останется: кто скрывает правду о слезах Ким Тэ-хёна?
Во время следующего эфира на Уиверс Чингук вновь осторожно, но искренне ответил на вопрос о Тэхёне. Он сильный человек. Но даже самые сильные могут чувствовать себя одинокими. «Вы видите только то, что он позволяет вам видеть», — добавил он. Многие сочли это новым подтверждением, что-то скрыто. Аналитики уверены, стиль общения Чингука меняется. Он больше не верит в формальные каналы. Ситуация накалилась, когда бывший медиаконсультант HYBE дал анонимное интервью Korea Herald. Он утверждал, что BTS сильно не согласны со стратегией агентства по продвижению перед армией. Некоторые участники выражали недовольство жестким графиком, но их мнение было проигнорировано. Такие конфликты обычны в индустрии, но становятся видимыми только когда речь идет о таких именах, как BTS.